Уважаемые подписчики, сегодня предлагаю испечь швейцарский хлеб. Для начала сделаем ферментолиз. Для этого смешаем муку, воду, неосахаренную заварку и закваску. Заварка и закваска делаются на цельнозерновой ржаной муке. Этот хлеб известен как в городе Базель, так и в Тичино, итальянской части Швейцарии. Закваску и заварку необходимо сделать предварительно, заранее. Вот так вот все хорошо перемешиваем, для того, чтобы нигде не осталось сухой муки. Как мы видим, масса у нас достаточно густая. Вносим ржаную зрелую закваску. Ржаная закваска и заварка смягчает сладковатый вкус пшеничной муки, а также слегка сладковатый маслянистый вкус от грецких орехов. Поэтому комбинация получается очень вкусная, насыщенная и нравится практически всем. Хорошо перемешиваем. Вот я взяла тестомес, но это с успехом можно сделать и вручную. Главное перемешать таким образом, чтобы нигде не осталось сухой муки. Как мы уже сказали, это у нас еще не замес теста, а ферментолиз, поэтому развитие клейковины мы на этом этапе не ищем. Оставляем на кухонном столе 30 минут, а затем продолжаем. Сейчас сделаем тесто. Для этого вымешаем массу из ферментолиза, а затем добавим соль. Соль нужно добавлять примерно на этапе, когда клейковина развита на 80%. Но так как хлеб у нас пшенично-ржаной, то, естественно, очень сильно развитой клейковины у нас не будет. Добавляем в самом конце вымоченные в молоке грецкие орехи. Вместо молока вы можете использовать соевое молоко или воду. Хорошо их процеживаем. И осторожно замешиваем. Обычно вмешивать такие ингредиенты, как орехи и семечки в больших количествах достаточно сложно при помощи тестомеса. Поэтому хорошо помочь себе руками. Вот таким вот образом вмешиваем все. Тесто у нас получается хорошо развитая, несмотря на то, что там содержится достаточно значимая часть цельнозерновой муки, но тем не менее мы видим, что на конец замеса у нас присутствует хорошо развитый клейковинный каркас.
Выкладываем тесто в смазанную растительным маслом форму. Всегда нужно смотреть, чтобы все принадлежности, которые вы используете для работы с тестом, типа, например, контейнеров, они были предназначены для пищевых продуктов. Поэтому следует очень внимательно к этому относиться и смотреть на маркировку контейнера, что этот контейнер предназначен для пищевых продуктов, а не просто для хранения каких-то предметов. Организовываем кусок теста и накрываем. Оставляем на 2-3 часа при 26-28 градусов. За это время можно сделать 2-3 складывания. Смачиваем руки водой, смачиваем рабочую поверхность водой и вываливаем тесто на стол. Вы можете, конечно, на этом этапе убрать тесто в холодильник и не выпекать в тот же день, а выпечь на следующий день. Но за счет того, что в тесте присутствует определенное количество цельнозерновой муки, я считаю, что лучше выпечь его в тот же день для того, чтобы избежать излишней кислотности теста. Но вы, как говорится, решайте сами. Делим тесто через весы на 10 равных частей и вот так вот слегка подкатываем. Хорошо работать на поверхности, которая смочена водой, а не мукой, для того, чтобы избежать непромесов. За счет присутствия в тесте орехов оно приобретает специфический красновато-фиолетовый цвет. Это очень красивый цвет, особенно по окончании выпечки он придает изделию особую глубину не только вкуса, но и цвета. Присыпаем поверхность рабочую пшеничной мукой или ржаной или смесью и делаем вот такие вот колбаски шириной в ладонь. Вот мы видим, она шириной в ладонь, и откладываем в сторону. Стараемся, опять же, работать таким образом, чтобы полностью не удалять из наших заготовок газ. Потому что чем больше мы удалим газ, тем дольше наше тесто будет подходить. Так вот, делаем в общей сложности 10 заготовок. На каждый хлеб у нас будет идти 5 колбасок. Берем пергамент для выпечки и осторожно выкладываем, формируя буханку. Выкладываем таким образом, что бока этих колбасок мы смачиваем водой для лучшего соединения, для того, чтобы они при выпечке хорошо соединились, склеились и не распадались. Но, тем не менее, у нас останется вот такая вот маркировка, которая придаст хлебу его специфическую форму. Так вот просто складываем, выравниваем, слегка, может быть, утрамбовываем и производим то же самое со второй заготовкой. После того, как мы сделали заготовки, мы отправляем их на расстойку на 1,5-2 часа при температуре 26-28 градусов.
непосредственно перед посадкой в печь еще раз через сито присыпаем. Осторожно, не нужно излишне присыпать. Осторожно присыпаем и ножом, желательно брать большой нож, для того, чтобы у нас разрез получился красивый. И делаем небольшой косой надрез глубиной примерно 1–1,5 сантиметра. Выпекаем с паром первые 15 минут при температуре 240 градусов, а затем без пара еще минут 10 до достижения хлеба, необходимой и желаемой корочки и колорита. Как я уже сказала, это порционный хлеб. Он очень удобен в походах, просто как перекус, как булочка. Он отличается очень мягкой такой сладостью за счет присутствия в тесте вымоченных в молоке грецких орехов. Мякиш очень нежный, мягкий, несмотря на то, что в тесте присутствует значительное количество цельнозерновой ржаной муки. Тем не менее, мякиш достаточно воздушный, вкусный и ароматный. Пеките на здоровье!